Всем привет! С вами Лися, Алекс и обзор Ship of Fools. А вы знали, что если оглушить чайку или краба, их можно засунуть в пушку как снаряд? Тем, кто досмотрит до конца, в подарок несколько полезных советов по игре. Начнем с сюжета. Его тут нет. Это не ирония. Просто вам говорят, что остров, на котором мы очнулись, это маяк, который сдерживал зло. Но вот он сломался, проснулся злой бог и насылает шторм на остров. Вот и вся завязка. Ship of Fools – это рогалик с процедурной генерацией уровней, что повышает реиграбельность проекта. Как и в любом рогалике, тут есть два типа валюты. Монеты на забег, чтобы вы могли зайти в магазин во время забега и что-то прикупить. Например, доски, чтобы починить корабль, амулеты, артефакты, дающие какие-либо бонусы, или боеприпасы. На этом ассортимент магазинов заканчивается. Второй тип валюты – это щупальца. Они сохраняются после смерти и нужны, чтобы прокачивать оружие, купить улучшение корабля, больший запас здоровья, гарпунов, место на корабле и монет на старте забега. Стоит отметить, что действительно полезные улучшения здесь – это здоровье и место на корабле. Ну и немного гарпуны, чтобы их запас был больше и вы могли больше предметов вытащить из воды. Раз это рогалик, есть закономерный вопрос. А что тут по оружию и врагам? И тут все двояко. Оружие корабельных пушек тут 5 видов. Стандартная пушка, начальное оружие с нормальной скорострельностью. Дробовик накапливает снаряд для стрельбы дробью, и она бесполезна. Мортира накапливает заряд, чтобы выстрелить сильно, и она бесполезна, тратит много снарядов, а атака вырастает не сильно. Двустволка – то, на что сразу после открытия советуем менять стандартную пушку. Высокий темп стрельбы сразу 2 снарядами, что повышает урон вдвое. Единственное, для должного эффекта придется дважды сбегать для зарядки. И последняя, которая открывается вам после прохождения финального босса – автоматическая пушка. Она сама стреляет по врагам, правда очень медленно. Ее можно взять, чтобы просто повеселиться и получить необычный опыт. Мы с ней дошли до финального босса, но убить его не получилось. Если вы смогли, расскажите об этом в комментариях. А что по врагам? Вроде они и разнообразные, но многие из них повторяют друг друга, просто с другой моделькой. Теперь к уровням. Вы на карте выбираете, куда хотите пойти, но двигаться можно только вперед, то есть прямо и по диагонали. Каждые 3 хода на вас надвигается шторм и стирает доступ к некоторым клеткам на карте. Так что стоит продумывать маршрут заранее. Вы можете выбрать пустой уровень, вас ждет немного врагов, никакой награды, но и угроза низкая. Дальше идут понятные иконки: щупальца, гарпуны, монеты, артефакты, амулеты, снаряды, доски, щиты, что дает вам аналогичную иконке награду за прохождение уровня. Щиты – это доп. Здоровья, а доски, по сути, являются аптечками. Иконка воронки перекидывает вас на другую сторону карты, где нарисована вторая такая воронка. Через иконку ветерка за тот же ход можно перескочить на следующую за ней клетку. Сундук обозначает сокровище, мешок – магазин. На иконке персонажа можно будет забрать сюжетного NPC, который дальше будет тусоваться на маяке и продавать вам очередные улучшения. Сломанный артефакт. Тут подошли с креативом. Устанавливаете на корабль, и после этого выкинуть его нельзя, пока вы не победите босса этой карты, после чего он превратится в случайный артефакт или амулет. Боссы. Что приятно, они все разные, и бой с ними уникальный. Что грустно, боссов всего 4. В рогалике 4 босса. 4, Карл. После победы над ними вы получаете новую пушку, но взять ее с собой можно только в новом забеге. Также вы попадаете на уникальную локацию. После первого босса вы можете обновить свой боезапас. Советуем скидывать стандартные снаряды, заменятся они рандомно. После второго скопировать артефакт. Кидайте доски, получаете 2 копии их. Тут стоит отметить, что если вы выбили артефакт, увеличивающий урон от снарядов на 50% и закинули его в раздвоитель, то, установив оба на корабль, прирост будет не 100%, а около 75%. После третьего можно что-то продать, либо купить. Разнообразие боеприпасов радует. Кроме стандартных, есть с повышенным или длительным уроном,
ядовитые, поджигающие, замораживающие, наносящие урон по площади, либо прошивающие врагов насквозь. Снаряды достаются рандомно, что вносит некоторое разнообразие в прохождение. О стрельбе поговорили, а ведь есть еще и ближний бой. Если к вам на палубу запрыгнули недруги, по ней распространяется огонь или кто-то был настолько глуп, что близко подплыл к вашему кораблю, огрейте его веслом. Весло в этой игре универсальнее, чем монтировка Фримена. Мог ли Гордон тушить огонь монтировкой? Нет, а весло может. 1-0 не в пользу полураспада. Однако для доп-челленджа вы случайно можете огреть веслом товарища, что даст ему микростан. Так что будьте аккуратны, это может стоить здоровья вашему кораблю. Герои, что же о них? У них разная внешность, разный бонус. У кого-то за попадание возвращается гарпун, а у кого-то усиливаются снаряды. Все перечислять не будем. Как и в любой игре данного жанра, героев придется открывать. Итак, переходим к плюсам и минусам. К плюсам можем отнести стилистику и дизайн. Игра выглядит приятно и будет также смотреться через много лет. Чувствуется импакт от попадания по врагам. Теперь к минусам. Отсутствие сюжета. Малое количество боссов. Серьезно, 4? Блин, мы же не во флеш-игре. 4 босса для рогалика. Если вы знаете игры, где еще так мало боссов, напишите об этом в комментариях. Невысокая скорость игры, кроме последнего босса. Если вы ищете что-то, что не будет прощать ошибок и играться как Hades или Hollow Knight, то вам точно не сюда. Бесполезные пушки. И это реально проблема, когда ты просто понимаешь, что в них нет смысла, и ты всю игру бегаешь с одним оружием. Юмор, строящийся на том, что вы играете за идиотов, становится не смешным буквально со второго раза. Вибрация есть на PS5 версии, но она вся одинаковая. Зарядил пушку, выстрелил, ударил веслом, получил урон по кораблю. Все одно, что делает саму функцию вибрации бесполезной. Также отсутствует звук из динамиков геймпада вообще. После победы над главным боссом вам говорят, что у вас все получилось. А нет, не получилось. Шторм никуда не делся и воюете столько раз, сколько это потребуется. Просто это довольно тупой заход на бесконечные забеги. Не можете, как в Hades, сюжетно обосновать, почему забег с убийством финального босса был не последний? Сделайте плашку, вы победили и все теперь хорошо, но так как это игра, вы можете продолжать забеги. И тогда у тебя не появится ощущение, что все твои действия были напрасны. Ты как бы прошел игру, но если хочешь, то бегай дальше. А так, одно расстройство. Из-за совокупности всех вышеназванных фактов, играть одному тут будет скучно. Как видите, минусов вышло больше, чем плюсов. Но это наше субъективное мнение, а решение играть или нет за вами. Кстати, это игра под издательством Team 17, которая выпустила многие наши любимые кооперативные игры, и в обзорах которых мы с вами еще встретимся. А теперь к обещанным советам. Первый для тех, кто поставил лайк. Если вы играете вдвоем, то один может вести любой предмет в руках, пока второй у руля задает направление. Но будьте внимательны, если вы забудете опять взять этот предмет в руки и поедете, то он улетит с корабля. У нас так не раз бывало, забыть об этом легко. Для тех, кто написал комментарий, играя в кооперативе, общайтесь друг с другом. Это важно, чтобы не делать одно и то же. Или, зачищая корабль, не ударить друг друга веслом. Для тех, кто подписался на канал. В большинстве случаев, если атака идет с одной стороны на корабль, лучшей стратегией будет не стрельба вдвоем. А пока один стреляет, второй постоянно носит боеприпасы и бьет тех, кто лезет на палубу. Для тех, кто сделал все вышеперечисленное и еще нажал на колокольчик. Последний босс призывает огромные толпы врагов, от которых сложно отбиваться, так как на этом уровне враги, умирая, посылают огонь в корабль, а оглушающие лучом кальмары не просто бегают туда-сюда, а гоняются за вами. Чтобы он их не призывал, стреляйте в него часто. Это сбивает призыв. И тут опять же поможет тактика. Один стреляет, второй заряжает. Ну и бонусом для всех. Если первый босс замахнулся щупальцем на ваш корабль, второй огромной клешней или кораблю плывет враг, атакующий вблизи, бейте их веслом. Несколько ударов, и они отступят. Каков итог? Если вам нравится такой визуал и играть вместе, то вы можете поиграть в эту игру и получить удовольствие. Но вот надолго ли ее хватит? Она довольно быстро приедается. Как говорится, если сингл, то и нафиг надо, а если кооператив, то и пусть будет. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал
Делитесь этим видео с друзьями и пишите, на какие игры еще вы хотите увидеть обзор. Всем спасибо и до скорого!